Сегодня я вам расскажу о некоторых любимых блюдах османских султанов. Чем питались правители Великой империи? Султаны в Османской империи любили поесть. В 15 веке во дворце султана Топкапы кухонный персонал составлял из 100 человек, а ко времени правления Сулеймана Великого в 16 веке он увеличился до 500 человек. Все они были нацелены на создание кондитерских изделий, напитков и изысканных блюд, которые вкушал султан. Османские правители ценили роскошь, которая распространялась также и на кухне. Они снабжали свои кладовые измельченной орхидеей и другими экзотическими специями и собирали ингредиенты со всей своей империи и из соседних, включая Персидскую империю и Китай. Султаны хранили в секрете то, что они ели. Имперским поварам было запрещено записывать рецепты, хотя некоторые популярные османские блюда и напитки, такие как кофе по-турецки и пахлава, вышли за пределы турецкой кухни. Несмотря на секретность султанов, многие кушания, популярные у османских правителей, все еще можно найти на улицах Стамбула сегодня, спустя столетия после падения Османской империи. Эти яства помогают Турции войти в число стран, определяющих вкусовую палитру мира, и являются оплотом турецкой культуры. Первое блюдо, которое я хочу выделить, это пахлава. У османских султанов была своя собственная кондитерская кухня, где готовили угощения для дворца. Кухня специализировалась на сладостях, джемах, соках и сиропах. И пахлава была одним из самых роскошных десертов. Блюдо имеет тысячелетнюю историю и восходит к древним ассирийцам. Османы усовершенствовали ее вкус. Только в императорском дворце Стамбула пекли вкусные угощения. Веками лишь богатые люди могли себе позволить эти угощения. Даже сегодня турки иногда используют выражение «я недостаточно богат, чтобы есть пахлаву каждый день». Следующее блюдо – это дёнер-кебаб. Турецкий шашлык имеет давнюю историю. Легенды рассказывают о турецких воинах, обедавших жареным мясом прямо со своих сабель. Султаны также наслаждались хорошим шашлыком. Султан XIX века Абдул-Азиз заказывал шашлык на вынос из знаменитого шашлычного дома возле своего дворца. Самый известный сегодня турецкий шашлык – это дёнер-кебаб, также называемый донер-кебаб, который, вероятно, был придуман в XIX веке. Мясо готовили в вертикальном гриле. Такое османское изобретение повлияло на восточную кухню. Открытие вертикального гриля стало большим шагом в кулинарной истории человечества и вдохновило арабов на создание шаурмы, греков – гирос, а мексиканцев – тако аль-пастор. В Мексику турецкий шашлык попал с волной эмиграции ливанцев в конце XIX века. Шербет. Османский шербет часто путают с щербетом. Но это совсем не тот щербет, который мы видим в наших магазинах. Шербет османы пили, добавляя в него измельченные фрукты, травы и цветы. Сладкий напиток употребляли как до, так и во время и после еды. В одном из рецептов содержался сироп из айвы, яблок, груш, персиков и абрикосов, и все это в сочетании с ледяной родниковой водой. Настоящий османский шербет больше напоминал фруктовый сироп и очень хорошо утолял жажду. Бörek. Со времен Мехмеда Завоевателя, 15 век, османские султаны обедали бюреком. Это несладкая слоеная выпечка, до сих пор пользуется популярностью и состоит из треугольников, содержащих в себе такие ингредиенты, как сыр, баранина или овощи. Известно, что султан Мехмед любил употреблять на обед бюрек с курицей. Другие правители, возможно, ели бюрек с различными импортными ингредиентами. Например, во время дипломатического банкета в 1649 году султан Османской империи подал бюрек с мясным фаршем, курагой,
финиками и каштанами. Следующее блюдо – долма и сарма. Османы любили фаршированные блюда. Наиболее известные из них долма и сарма. В истории осталось описание обеда 1539 года. Ели сарму с начинкой из медленно зажаренного гуся, плова и миндаля. Когда турки завоевали Константинополь в 1453 году, султан Мехмед открыл для себя любовь к долме или овощам, фаршированных мясом. Взяв город, турки обнаружили не только великолепную архитектуру, но и восхитительную книгу рецептов. Фаршированный овощ, доведенный до совершенства на медленном огне, был деликатесом для османов. Сначала блюдо появилось только в тарелке султана, но затем быстро распространилось по всей империи. Плов. Упоминание плова датируется 1404 годом, когда тюрко-монгольский военачальник Тимур на банкете подал рис, приготовленный несколькими способами. К XVI веку турецкие сорта плова были поданы в Иране. Рисовый плов был одним из основных продуктов османской кухни и приобрел особенную популярность в Персидской империи, которая часто конкурировала с османами. Турецкий путешественник XVII века удивлялся 40 видам плова, приготовленным в Тебризе, персидском городе, который был позднее оккупирован османами. Салеп. Османы любили пить салеп – теплый молочный напиток, приготовленный из молодых орхидей. Они измельчали сухие корни диких анатолических горных орхидей и превращали их в муку салеп – основной ингредиент напитка. Затем смешивали ее с молоком, розовой водой и сахаром. Получался роскошный напиток. Мука салеп была настолько популярна, что османы добавляли ее в свои кондитерские изделия и в том числе и мороженое. Кроме того, салеп считался афродизиаком. Аудиорассказы от Эдемы Элай.